Всем привет! С вами игровое сообщество Bandits. Если вдруг вам интересно, где можно найти дикую лошадь, как ее можно поймать и как приучить, и что вообще для этого нужно, то обо всем вы узнаете в этом видео. Приручение лошадей в Black Desert довольно увлекательный и азартный процесс, особенно учитывая конкуренцию на высокоуровневых представителей копытных. В основном ловлей лошадей занимаются заводчики, которым нужны новые и новые особи, в особенности самки, так как они попадаются в аркан гораздо реже, чем самцы. Поэтому, если у вас нет цели заниматься разведением лошадей, то не тратьте свое время на их ловлю, а просто купите подходящий себе вариант на аукционе. Конечно, если есть у вас для этого деньги. А если их нет, то вы можете испытать свою удачу и поймать какого-нибудь редкого скакуна как для себя, так и для его продажи. Итак, чтобы поймать лошадь, нужно всего несколько вещей. Знание точек респауна, немножко денег и чуть-чуть удачи. Еще вам нужно обладать навыком укрощения новичок 5 или выше. Ловить лошадь мы будем на лассо, который можно приобрести у конюхов в городах всего лишь за 1500 серебра за одну штуку. Для повышения шансов успешной поимки скакуна можно приготовить еще кусок коричневого сахара, которым мы будем угощать нашу пойманную лошадку. Для его изготовления вам понадобится 10 штук коричневого сахара и одна вода для готовки. И то и другое можно приобрести у торговца-повара. Только при покупке не спутайте коричневый сахар с простым сахаром. Тот, что нам нужен, стоит дороже. Когда приобрели все необходимое, откройте окно изготовления, нажав на латинскую L. Выберите нагревание и нажмите правой кнопкой мыши на сахар и в воду в инвентаре. После того, как ингредиенты переместились в окно, нажимайте кнопку «Изготовить», и у вас получится один или несколько кусочков коричневого сахара. Рекомендую все же изготовить чуть больше, чем один кусок. Теперь можете отправляться на поиски лошади. Когда найдете лошадь, нажмите правой кнопкой мыши на лассо в инвентаре, или для удобства переместите его на панель быстрого доступа. Теперь ваш персонаж держит его в руках и готов закинуть аркан. Лассо при этом тратится сразу, и положить его обратно в инвентарь уже не получится. Подойдите к лошади на такое расстояние, чтобы ваш прицел стал красным. Не подходите слишком близко, иначе лошадь испугается и убежит. Дождитесь момента, когда лошадь остановится, и в этот момент набрасывайте на нее лассо, нажав левую кнопку мыши. Сразу же появится мини-игра, в которой вам нужно будет успеть нажать пробел, когда ползунок будет в отмеченной области на шкале. Ползунок движется довольно быстро, он поднимется вверх 2 раза. Если за это время вы не нажали пробел, попытка считается неудачной. Если вы нажали пробел вовремя, то вы уже начнете удерживать лошадь веревкой. Теперь можно идти к ней. Не обращайте внимания ни на что, кроме нее. Как только она встанет на дыбы, снова жмите пробел. Появится вторая мини-игра. Здесь вам нужно очень быстро нажимать на пробел так, чтобы ползунок оставался в правой части шкалы. Нужно удерживать там ползунок 10 секунд. Затем лошадь успокоится и можно будет продолжать к ней движение. На пути к лошади она будет вставать на дыбы случайное количество раз, и нужно будет снова проходить вторую мини-игру, пока вы не подойдете к лошади вплотную. Подойдя к ней, над ней появятся 2 кнопки «Оседлать» и «Использовать предмет». Можно сразу попытаться забраться на нее верхом, но так как у нас есть сахар, то сперва лучше угостить им сие животное. Можете это сделать как через свой инвентарь, так и через панель быстрого доступа, если вы заранее переместили на нее сахар. Я обычно скармливаю порядка 4 кусков, чтобы наверняка войти к ней в доверие. Теперь попытайтесь сесть на коня. Если лошадь ударила вас, то все придется начинать сначала. И важно, если вам удалось быстро приблизиться к лошади вплотную, не торопитесь садиться на нее или кормить сахаром. С момента, когда вы забросили лассо и попытались накормить или сесть на лошадь, должно пройти не менее 30 секунд, иначе попытка автоматически провалится и лошадь оттолкнет вас. Если ваша попытка была удачной и вы сели на лошадь, то теперь нужно зарегистрировать ее у ближайшего конюха, у которого есть свободные места в конюшне. Пойманная лошадь будет идти только быстрым шагом, поэтому, чтобы быстро добраться до конюха, можно слезть с нее и сесть на свою лошадь, на которой вы приехали, если она, конечно, у вас была, и уже на ней быстро доехать до конюха. Пойманная лошадь будет идти только за вами, неважно где и с какой скоростью вы будете ехать, и никто кроме вас не сможет на нее сесть или накинуть свое лассо. Подойдите к конюху, выберите меню конюшни. Ваша пойманная лошадь будет уже там. Дайте лошади имя и подтвердите его. Пол и ранг пойманной лошади можно увидеть только после ее регистрации.
А если вдруг вы подошли к конюху, а новой лошади там нет, закройте разговор с ним и подождите немного. Лошадь подбежит к вам или просто появится рядом через небольшой промежуток времени. Тогда снова начинайте разговор. Вот так вот на самом деле все просто. Ничего сложного по сути в поимке лошадей нет. И напишите, пожалуйста, в комментариях, выгодно ли сейчас заниматься поимкой и продажей лошадей. Сколько на этом деле сейчас можно зарабатывать. Думаю, эта информация будет очень интересна и полезна тем, кто только помышляет начать заниматься этим помыслом. А на этом, друзья, пожалуй, и все. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить лайки, ну а также присоединяться к нам в игре. Всю необходимую для этого информацию вы сможете найти в описании этого видео. Ну а с вами было игровое сообщество Bandits, всем удачи и пока!